Президент решил и сказал, что у нас нету коронавируса. Это вид обезьян, который живет только на Занзибаре. Ну, наверное, оценил бы как 8, наверное. Лично мое мнение, учиться надо дома, из которого делают Виагру. Они очень высокие, над дорогой вот такая высота. Спасибо, у меня уже есть желтая лихорадка. Прямо в открытом океане, Индийском океане, найти дельфинов и вместе с ними проплыть. Про траву рассказывать, про марихуану. Какая ночь, я не могу не спиться, мне такая лунность, еще как будто берегу в душе утраченную юность. Я это же ставлю, ты понял, да? Да? Всем привет, это канал Need for Travel. Сегодня мы в гостях у ребят Стаса и Вити. Они вернулись буквально на днях из Занзибара. И мы сегодня хотим их проинтервьюировать, спросить, как же там сейчас на Занзибаре и как вообще путешествуется. И хотелось бы начать с первого вопроса. Почему Занзибар, собственно говоря? Но в нынешних условиях пандемии коронавируса не так уж много мест открытых для посещения. Да, но, к примеру, Мексика открыта. Мексика открыта, Мексика далеко. Далеко. Хотя и Занзибар далеко. Короче, я надо Ну, мы ставили две цели перед собой. Да, у нас были просто цели. Да, вот Стас сейчас кайтинг и дайвинг. Весомые причины, я бы сказал. Как вы добирались до Занзибара? Вы сами искали билеты или это был какой-то тур? Я сразу искал по билетам, цены что-то на авиабилеты не очень выгодные. Какая примерно цена? 750 евро туда-обратно получалось. Решили взять тур от турагентства, которое включает уже в себя и авиаперелет, проживание, все трансферы, собственно, с аэропорта и обратно, и включает завтраки. Угу. То есть это было жилье с питанием? Да. На сколько дней? 15 ночей. 16 дней. О, целом, неплохо. Да. И это стоило в итоге? Чуть-чуть больше 1000 евро. На человека? Да, 1100 может быть. Мне кажется, это отличная цена на 15 дней на Занзибаре с оплаченными уже авиабилетами, питанием и жильем. Что хорошо через тур, потому что SkyUp организовал чартерные самолеты под туры прямые. Киев, Занзибар, прямой самолет. Правда, с посадкой в Египте для дозаправки. А так, в принципе, это прямой самолет. С самолета не нужно выходить, просто дозаправка. По прилету деньги лучше поменять в аэропорту. Курс где-то составляет доллар, где-то 2000, сколько, 500, ой, 2260, 2250 танзанийских шиллингов за $1. Ну, я поменял 450 евро по курсу 2760, если я не ошибаюсь. То есть это получилось 1 200 000 что-то танзанийских шиллингов. Вам хватило их или вы где-то потом еще приходили? В принципе, хватило. В принципе, хватило, но в принципе, они нужны, местные деньги, чтобы расплачиваться в отелях. Но платить также можно долларом. Также можно и в долларах платить. Не во всех местах можно. В отеле мы смогли. В отеле можно заплатить карточкой, но при этом будет сниматься еще такса в размере 6%. Лишь отдельные магазины в Стоунтауне, где можно платить картой, и такса не будет сниматься за использование карты. А лучше брать с собой, если брать валюту, то доллары. И если расплачиваться где-то, собирать в долларах, то лучше в валюте, то лучше в долларах. Потому что что евро, что доллары уже по острову приравниваются 1 к 1. То есть, что 10 долларов будет такси, что в евро будет тоже 10. Поэтому, если у вас евро, лучше сразу их поменять на танзанийские шиллинги. Да. А долларами можно рассчитываться за посещение туров, дайвинг, кайтинг. Все это можно рассчитываться в долларах. Вот какие-то продукты, какой-то магазин, базар, мелкие растраты, это, конечно, лучше местная валюта, танзанийские шиллинги. Бензин там стандартный, так понимаю. Меньше доллара. Да? Меньше доллара стоимость. Да. Бензин по нормальной, адекватной цене меньше долларов.
Понял. Тогда еще такой вопрос сразу же. Вам надо было сдавать ПЦР-тест? Ничего не нужно. Нет, Ничего не не нужно. Ух ты. Ни здесь ни тест, ни там тест не нужен. Как туда, так и по возвращению обратно никакие тесты вообще не нужны. Хорошо, а что тогда с ковидом? Его нет. Его там просто нет. Сразу был. Не, он сразу был. Были все меры предосторожности, были маски. Но в один прекрасный день президент решил и сказал, что у нас нету коронавируса, и все ограничения были сняты, и Прикол. открылась страна для посещения туристов. Это президент Танзании так или? Автономной республики Занзибара. Да. Автономная Мы республика. его видели дом и его конвой. Да, как раз он навстречу ехал со своим кортежем. Так что нам пришлось встречаться с местным президентом. Тогда я сразу же задам такой, перепрыгну на другой вопрос. Это была хорошая дорога? Как там, в принципе, с движением, с транспортом? Левостороннее движение, дороги в хорошем состоянии. Да? Большинство В дорог. основном дороги, да, неплохие. Не ожидал. Неплохие дороги. Даже можно вообще это сказать, большой хорошие. остров? Ну, наверное, в длину километров 100 будет, а если не больше. Больше, думаю, Может, да. даже То больше. есть в за длину. день его можно объехать полностью? Ну, надо постараться. Да, постараться. Мы пытались, но не И вышло. это без остановок, если. Ага, без да. остановок. И То с есть утра, туда-обратно это 200 да, километров, полностью по по сути. Да, окружности. это Ну, тяжело. полностью по окружности не получится, прям чтобы вдоль почему? постоянно мировой линии. Там есть леса, есть заливы, где, собственно, нету дорог, их просто там не проложили. А там есть национальные парки? Да, есть. Да, да. Вы их посещали? Они стоят того, чтобы Да, их да. посетить? Да, посещали, не таких же, так же это дорого, 50 тысяч танзанийских шиллингов, это примерно сколько долларов? Сейчас скажу, 20. 20 долларов. 20 примерно долларов, чтобы посетить посещение. национальный Да, да. А что там Экскурсия. интересного? Ну, это где-то двухчасовая программа. Есть да. обезьяны, красные колумбусы, есть много представителей флоры и фауны остальной, крабы, мангровые заросли. Может, по различные- порядку лучше сказать. Ну, вы же сейчас это про сра- национальный парк. Да, вы да, так да, да. рассказываете, Включает в себя три. Обезьян, красноспинных колумбусов. Это вид обезьян, который живет только на Занзибаре, Ага, круто. только там. Чем они отличаются, что у них на руках только 4 пальца, а на ногах 5. Это Ага. единственный вид обезьян. Единственные приматы. Да, Ага. да. С таким. А там они совершенно не боятся людей, спокойно к себе подпускают большие? людей. Ну, не очень большие. Не очень. Это небольшие Ну, обезьяны. как обычные макаки. Или Но я думаю, меньше, чем макака. чуть меньше. Меньше, да. чем макака. Что Да. еще там было? Сами джунгли, редкие деревья. Это, что мы там видели? Вот это Кинг 3. Кинг-3, с которого делают виагру. Оказывается, не знали, что это делать с дерева. Кинг-3. Красное дерево мы также увидели. Папоротники различные, деревья национальные там. Ну, само посещение джунглей очень интересное такое. Вот. Там птички, да, наверное, Птицы, много, да, попугаи, птицы, да, земляные крабы лесные там. земляные крабы. Я сам не знал. Я когда увидел, оказывается, там крабы, и они очень большие. Прикол. Что-то типа наших картов. Ага, понял. Они там роют, у них там такие... Но они в панцире. такой Они в своеобразный, панцире, да. Да, я думал, что это мангровые, это не мангровые, это лесные крабы. Оказывается, Прикол. живут и лесные крабы. Вот у них там норы, и они живут. Там и змеи, но они нам не попадались. А вообще дикие животные вам попадались? Не в национальном Обезьяны. парке? Обезьяны, да, попадались. Да, да. только не здесь, а в другом месте. Ну, там, я понял. Да, попадались, да. на юге острова, да, мы, получается, ехали на дайвинг и сделали остановку в одном мангровом лесу. Мы там решили пройтись Во и время видели отлива. одну стаю из этих красноспинных колумбусов. Ну, они очень пугливые, Ну, они они сразу и бежали. испугались, В национальном парке не боятся людей, они Понял, подпускают,
Вот с ними можно Мне кажется, их пофотографировать. местные просто сами гоняют, они еще поэтому... Ну, не знаю, они совершенно не реагируют на людей. Вот они есть, и мы как есть и есть, как будто вот мы... Это ты сейчас по поводу обезьян или Да, по поводу местных? я по поводу отношения обезьян к людям. Ага, хорошо. То есть- А что по поводу местного населения? Как Местное, оно к вам относилось? очень дружелюбное, в принципе. Не было никаких конфликтов. Да, конфликта. Пытались как-то обмануть, может, цену выше сказать на что-нибудь? Ну, это всегда, Стандартное, да? стандартные, да, для туристов. Ну, по умолчанию нужно, цена да. завышена Нужно, для туристов. торговаться. И нужно торговаться. Всегда идут на торг. Идут на уступ. Да, всегда можно поторговаться и найти договориться о самой лучшей для обоих сторон цене. Довольно чувствуешь себя безопасно, без какого-то либо страха или риска на острове. Дружелюбные, хорошие люди. Мы со многими местными познакомились, вместе проводили время, куда-то ездили. То есть, Добавились на Фейсбуке? да. Меня начали называть как чернокожий brother from another mother. О, И когда уровень. ты с ним познакомился, это твой новый чернокожий друг, знакомился со своей сестрой и говорит, it is now your sister. Сейчас это твоя сестра. Это меня очень впечатлило, что очень такие вот классные взаимоотношения. Хорошо, вы на Занзибар ехали с определенной целью, я так понимаю, еще и подавить. Да, мы хотели соединить активный отдых и отдых просто Пляжный, на да? море. Да, мы что рассматривали? Ну, Египет, Турция уже холодно, думали про Дубай, но там только пляжный и достаточно, наверное, будет дорого. И, Активный отдых. Да, как-то и не думали про Занзибар, совершенно как-то я не было в мыслях. А тут предложили, что и, собственно, и по хорошей цене достаточно. А раньше цены были намного выше. Сейчас они очень снизили цены на Занзибаре, хотя они и так там не дешевые. К этому мы еще вернемся. Да, но они снизили цены, и этим объясняется такой прямо Наплыв. как Наплыв туристов, поток да? туристов просто не бывало в этом году, просто у них такого никогда не было. Россия, Украина. Я думаю, они там счастливы. Просто, Целая Европа, да. Ну, европейцев не так много Поляков встречали. достаточно много. Поляков много. Ну, с Восточной Поляки, Европы, да. я так понимаю, украинцы, наверное, русские. Россияне, да. Да, это Немножко немцев, немножко Швейцарцев. и даже один человек был из Чили. И филиппинца, мы видели филиппинца. А вот что там Да, было? еще был филиппинец, да, с Манилы. Приехал отдохнуть, мы там с ним пообщались. Да, прикольно. И что все-таки по поводу дайвинга? Как вы сами искали тур подайвить? Сколько это обошлось и насколько это было красиво? Ну, перед тем, как ехать, да, я загуглил, посмотрел, вообще есть дайвинг, там нету, То есть есть ли сам там нашел? кайтинг, да. Ну да, то зашел, посмотрел, есть дайв-сайты, где можно понырять, есть представительство ПАДИ, это международная австралийская организация по дайвингу, то есть есть официальное представительство, где можно прийти со своей лицензией и организовать там, то есть так чтобы как они у тебя уже разорвали, была да. лицензия ПАДИ, ты искал именно ПАДИ. Ну, в принципе, представительство. вообще дайвинг искал, Да. да. Но я Но не с знал, корочкой будет ПАДИ ПАДИ, это гораздо проще было. Ну, правильно? конечно, это упрощает всю, в принципе, не упрощает, а делает возможным дайвинг в любом месте, в любой, на всей планете. Сколько это обошлось в итоге? Цены начинаются от $120 За одно погружение? до 200. Нет, одно погружение нет. Есть один день, включающих один день. 2 погружения с легким перекусом. Цены начинаются от 110 или 120 и до 180. Еще оно включает аренду оборудования. Все плюс $15. Все зависит, где представительство по дайвингу, дайв-сайт, где там это северо-восток или это север, потому что там на Цена севере от этого да, там дороже. Даже были люди, которые за $200. То есть, я так день, понимаю, они отличаются и по красоте. Собственно, они все организовывают или туда поехать. Ага. Просто к тем ближе ехать, к тем Да, дальше. все равно там это будет трансфер, будет там они там снимать лодку. То
То есть вы дайвили один день? Не, мы Нет, дайвили мы 4 дня. 4 дня Да, дайвили? да, Да, мы во да. всех местах острова побывали. Просто мы искали, где снять отель, мы хотели где-то посередине, чтобы он... Дайвинг больше размещен на северо-востоке, а кайтинг на юго-востоке, такое есть там пляж Падж. Ну, там, в общем, так получилось, что очень мало вероятность, что выбранный отель подтвердят. То есть я там несколько выбрал и подтвердили в одном. То есть и даже сам агент, турагентство было удивлен, что вообще, получилось, и нам подтвердили. Вот. Ясно. Хорошо, вернемся еще к дайвингу. Вот вы плавали 4 дня. Но я ж не цене не договорил. Тогда. Не да, договорил? мы сторговали за $100 вместе с оборудованием. Ага, то есть цена, грубо говоря, От до 120, 180, да, от 120 да, плюс до 180, оборудование. но еще можно торговаться. Да. И вы сторговались. Да, ну не везде так можно сторговаться, но на том месте, где мы были, нам удалось так сторговаться. Еще плюс аренда оборудования, которое все необходимо для дайвинга. И это оказалось там, где мы сняли нашу гостиницу, прямо вот сколько, метров 200 пройтись. 150 где-то. То есть вы пешком еще... Да, два Да, дайв-центра прямо возле нас. И они как раз были пади. Наше было большое удивление. Матембе. Поселение Матембе, да. И там прямо возле нас находится частный остров Мемба. На который дайвинг. Да. Вокруг него очень большой риф и красивый. Один из самых красивых считается рифов в мире. Он под защитой ООН, этот риф. И, собственно, там наверное, самое красивое место для дайвинга. На Занзибаре. Да, для дайвинга. Но вы же дайвили и в других местах. Да, правильно? Да. И вот по 10-бальной шкале, насколько вы оценили дайверы, которые дайвили во многих местах, да, они оценивают как 4 из 5. И мы же дайвили, Стас, только на Филиппинах, я еще и в Таиланде. Я бы из 10 по сравнению с теми местами, где я дайвил, наверное, оценил бы как 8, наверное, 9, может даже. Вот. Это какая глубина была? До 20 метров. До 20? Да. Конечно. То есть самый лучший был где? На Филиппинах все-таки или в Таиланде? Не, вот здесь был, Занзибар. Здесь лучше, было, да. вот так вот. То есть, Понял. В принципе, все, понравилось. Вот. И мы в 3 разных местах вообще мы ходили на дайвинг. В 3 разных. У меня еще вопрос. Если получать корочку для дайвинга именно на Занзибаре, это $500. $500. $500 получить. Да, сторговаться не получается. Торговать не получается. Со знакомыми договорились за 480. Не уступят. В Украине это будет $350. Да, именно по этой же цене я заканчивал когда-то в Таиланде. $350. То есть за эти деньги $500 я когда-то в свое время в Таиланде получил и кроме Open Water 18 метров, еще и Advance 30 метров. Ясно. Гораздо больше ты получил. Да, дешевле. Там все-таки сам дайвинг дороже получается. И потому что где-то в Таиланд будет где-то $30-35 за дайв. А там получается вот $50. Это по той цене, которую мы еще торговали. А так это будет дороже. То есть в 2 раза дешевле, скажем, плюс-минус в 2 раза дороже дайвинг. Что по поводу кайтбординга на Занзибаре? Кайтбординг. Я уже начал ранее в октябре обучение кайтбордингу в Геническе. Собственно, мне уже получилось встать на доску и поехать. Пока в одном направлении. Да. Пока в одном направлении. Я еще не научился ехать в другом направлении и, собственно, развороты. Я же хотел там продолжить обучение, чтобы и усовершенствовать вообще навыки. То есть ты там нанимал инструктора? Да. Прямо возле нас вообще был, справа от нас на 50 метров. Каких 50 метров? 20 метров от нас. И находился, было рядом. находился кайт-спот, где, собственно, ребята местные там. 6 километров от нас был русскоязычный кайт-спот, а возле нас местные ребята, которые тоже держат, собственно, у них можно было $100 3 часа обучения. Это дешевле, чем у нас. Обучение. Кайтинг дешевле, чем у нас. Если у нас стоит обучение
с инструктором час 40-50 долларов, то там получается вот 3 часа $100, это у нас сколько? 33 доллара получается. То есть ты, получается, и у нас брал уроки, и потом еще на Занзибаре брал уроки. Да. И начало получаться лучше? Ну, лично мое мнение, учиться надо дома. И лучшие условия для обучения это мелководье, как в генический. А там генический лучше вода, Нет, там тоже лиман мелководье, но там очень много ежей, во-первых. Да, камни. И ветер достаточно порывистый. Там же большие отливы, приливы, и при отливах вот много ежей морских и кораллы, то есть нужно уже быть иметь хороший навык катания, чтобы не падать. А когда вода выше стала, очень удобно учиться тем, что если упал, очень тяжело, находясь на плаву, на воде, поднять кайт обратно. Ветер немножко непостоянный, перерывистый. Может, мы на такие условия попали, не знаю. В общем, и чуть посложнее. Кайт был, сама конструкция кайта есть 4-стропный, 5-стропный. Вот я учился генически на 4-стропных, а они проще. А это 5-стропный. Они дали 5. Да, у них только 5-стропный, он тяжелее в управлении. Хуже получалось, чем то, что мне получалось генически. Все равно совершенствовал навык, но полноценно научиться, как я хотел, не получилось. Не знаю, как на Падже. Падже именно пляж, находящийся на юго-востоке, это место именно для кайтеров. Там только одни кайтеры. Мы заехали туда. Хотелось бы уточнить еще, у вас же питание было включено в отеле, но вы где-то еще питались в кафешках, возможно? Да, местные цены знаете? Да, знаю, ознакомились. Просто в своем кафе, ресторанах, отеля дороговато питаться. Скажем, один прием пищи $10-12 будет. Да, понял. Мы же нашли, где можно питаться за сколько? За $3, да, Стас? 4-6 долларов. 4-6 долларов мы нашли. Рядышком, это такое а-ля халабуда с очерета. Такие кафешки. Нет организации, нет трубопровода. Ничего, просто это такая халабуда с пальмой. Я так понимаю, так в основном местные живут, да? Не знаю. Я не был. Смотря кто. Бывало, да? В основном очень бедно живут. Да. Что мы были, что увидели, то это 4-6 долларов без алкоголя. Без алкоголя. Да. Алкоголь, собственно, там дорого. Это одно блюдо, собственно, стоит. 4-6 долларов. Да. Алкоголь дорого, но возможно купить. Возможно купить, да. Да, можно найти дешевые места. Главное познакомиться с местными. Они ответят. Они с радостью знакомятся. Да, они помогут найти алкоголь почти, чуть больше $1. Потому что так 3-4 доллара в среднем цена пива будет. А вообще английский они там понимают, что все говорят? Да, все понимают. Все говорят на английском. Да. Все. Но у них и свой язык есть? Да, свахили. Это у них общий язык. Вообще, Танзания очень много у них наречий, языков, там, по-моему, до 150 языков разных там. Есть один общий, свахили, который знает каждый. И он каждый житель Танзании может друг с другом общаться и понимать, вне зависимости, в каких он местах живет. Хотя по каждому региону разный диалект и может быть совершенно другой язык. По религии они там вообще... Мусульмане и католики. Именно на Занзибаре. Именно на Занзибаре. 80% мусульмане. Это как-то видно, да? Я имею в виду ходят в хиджабах, в мечети. Попадают, встречаются. Да, не так. Там не строгий, там такой слабый. Лайт-версия. Да, лайт-версия. Службы там вечером идут, можно слышать, там есть мечети. Но они вас не раздражали в гостинице? Нет, никак, не чувствуется влияние. Христиан 14% и 6% хинди.
индуизм. Еще индуизм. Да, да. Не знаю, как по поводу Вуду. Ну, Вуду, возможно. Ну, Вуду там отдельный остров есть. А что по поводу пляжного отдыха? То трудность пляжного отдыха заключается в том, что там очень сильно выраженные отливы и приливы. То есть они 2 раза в сутки. На востоке. И они смещаются постоянно. Может быть, один днем, а один ночью. Или утром и вечером. То есть оно в течение... Прям вода сильно уходит? Так... Может уйти аж до 2 километров где-то, да, там на юге самые выраженные до 2 километров, 1,5 километра. У нас где-то может там полкилометра, да, там да, отлив такой, когда низкая вода, когда но есть low какой-то tide. график, где посмотреть, когда... Ну, приложение в интернете. Приложением. А да. в отеле нету никакого? Нет, не поможет? да. Нету. Ну, я через свои часы, через Garmin Fenix смотрю и мог... Все показывает. Да. Я в связи с этим мог планировать, когда на пляж, а когда какую-то там экскурсию или куда-то какую-то поездку или вообще чем-то занят. Пляжи песочные? Да, белый песок, да, пляжи очень красивые. Вода не мутная? Не мутная. Вот, хорошая. Но самый хороший пляжный отдых это север, пляж Нунгви. Там и, собственно, больше всего туристов, там уже более развита инфраструктура, магазинчики, и ночная жизнь, там поинтереснее там будет. Для молодежи там будет интереснее. И там не так выраженные отливы, приливы, купаться можно практически всегда, насколько я понимаю. Да. Там очень, да. Там. Какой род отдыха вы хотите? Шумный, такой тусовка, это север, Нунгви. Да. И там всегда можно купаться. Если вы хотите просто релакс, просто чтобы был этот резорт, гостиница, в котором вы живете, там со своим пляжем? Изолированным, со своим пляжем, чтобы там просто отдохнуть, порелаксировать. Это будет юго-восток. Юго-восток. Какой юго-восток? Северо-восток. Да, где мы были, Матембе. Там были. Да, там, собственно, ни магазинов, ничего такого нет. Даже так? Да. Ну, есть такие местные магазинчики, но так как Нунгви-то развито, такого нету. Собственно, там немножко скучновато. Но, хотя, к нашему удивлению, же говорю, мы там нашли и дайв-центр, и кайт-спот, что очень... Мы просто как-то угадали с местом. Хорошо, а что, если вы захотите поехать из вашего отеля в тусовочное место? Как добраться туда и сколько можно это? Взять 2 варианта. Или арендовать транспорт, или такси. Хорошо, такси сколько будет стоить? Мы ж не ездили на такси. Ну, я думаю, $20, наверное, мне говорили, или, по-моему. Достаточно дорогое. Я уже забыл, люди брали, но я забыл. Это сколько километров туда добираться? Ну, где-то километров 15-20 туда. То есть вообще недолго? Ну, недолго, да, но лучше уже там поселиться. Хорошо, а аренда своего транспорта? Мопед стоит $30 в день, не сутки. И автомобиль $35. Да. Но всего лишь на 5 дороже. Вы что арендовали? Мы арендовали мопед все-таки. С мопедом поинтереснее. Один мопед? Один мопед на двоих, да. Собственно, это на весь день. Там еще предлагают аренду мопеда по пляжу. Час. Сколько? $15? Да. $15 в час. Просто по пляжу поездил, там во время отлива, да. Зачем? Ну, людей много ездят, я бы спросил бы их, зачем. Но я не спрашивал. Мы брали только велосипеды. Велосипеды тоже можно. Почему велосипеды? За 15 тысяч мы договорились на 1,5 часа. Велосипеды, я так понимаю, обычные. Самые обычные. Как местные, наверное, есть. Да, ничего особенного. Ничего особенного. Местные в основном там на машинах, на автобусах? Местные и на мопедах, на велосипедах, пешком. И есть все-таки автобусы, маршрутный транспорт есть.
Ну так, попробовать можно так, для разнообразия. То есть, ну, для того, чтобы водить там мопед или автомобиль, нужно еще получить пермит, разрешение с полиции. И оформление там тоже что-то $10 стоит. Ну, нам оформили, там человек с То есть это чистая формальность. Да. Но все равно иностранцев останавливает и должен быть пермит. Без него нельзя водить транспорт иностранцу. Поэтому, ну, проверяют. Нас просто останавливали и проверяли, делали проверку, если иностранец даже ничего не нарушает. Вас даже останавливали? Да. Да, несколько раз. Скорость максимальная по острову 60 км в час. Ну, понятно. Да, ну местами есть 50. Ограничение 50, да. даже 30, по-моему. Есть ограничение 30 км в час. Или 30, или 20. Да, особенно национальный парк или там... Да, slow down, там где национальный парк, где обезьяны. Они часто переходят дорогу, меняют места. Особенно много на дорогах лежащих полицейских. Да? В одном месте я насчитал 8 штук. И они очень странные по форме, они где-то, может, по полметра, я не знаю, как их проезжать, ну, не по высоте, ну, не полметра. Они очень высокие, над дорогой вот такая высота. Это не наши полицейские, это прям мучение какое-то их переехать. Ну, какое-то вот у них оно особенное. Да. Нужно было делать какие-то... Это не обязательно. У меня была желтая лихорадка, но я холеру не делал. В смысле? Стас, ты понял, что ты сказал? Ну, спасибо, у меня уже есть желтая лихорадка. Идите вы со своей холерой. Нужно было делать еще какие-то дополнительные прививки, может, чтобы... Но они не являются обязательными. В Африку или на Занзибар? На Занзибар. Обязательно не является, но по собственному желанию себя перестраховать можно, конечно, сделать это в частной клинике, в любой. У нас в Украине? Да, в частной клинике можно сделать. Мы не делали. Пацаны так все легко рассказали, что, наверное, визу туда и не нужно. Мне так показалось, так все легко туда добраться. Виза оформляется по месту, $50. Все легко. Никто лишних вопросов не задает. Да, просто нужно по прилету, ну, заполнить анкеты, они их выдают в самолете. Как обычно. Да, и там заполнить, и там регистрационное окошко, где подаешь эти, они тебе дают. Ты подходишь в соседнее окошко, там проплатишь, можно оплатить картой. $50. И с этим чеком возвращаешься, и они тебе сделают штамп в паспорт. Все просто. Потом с этой визой можно улететь в Танзанию? Да. Без проблем. Без проблем. И опять-таки не надо ни ПРЦ-тесты делать. Ничего не надо. На материковую часть посетить сафари, никаких проблем. Но плана у вас не было, да, на сафари? Ну, в этот раз. Не в этот раз. Он войдет в программу восхождения на Килиманджаро. Как попасть на материковую часть? Есть два пути. Самолет со Стоунтауна, либо это идет феррибот. Это паром. Как долго он идет, вы знаете? По-моему, паром идет в Дар-ес-Салам пару часов, по-моему. 2 часа, по-моему. Там всего лишь 70 километров или 60. Ну да, не помню, да. Есть паром, а есть скоростные еще катера, которые очень быстрые. Ну, я не знаю, если там под тур, обычно это под тур. Там местные организаторы туров, они могут использовать различные виды транспорта, могут организовать и самолет, но это в основном большие и агенты более туристические, а местные могут организовать через паром или вот через скоростные спидботы, которые в основном это отправка со Стоунтауна в Дар-ес-Салам. Оттуда уже можно направиться на посещение сафари возле Килиманджаро. Ясно. То есть за 15 дней вы бы вполне могли успеть посетить и сафари? Да. Там можно... Есть различные программы. Есть на один день, а есть на 3 дня. Да, в среднем цена выйдет от $350 до $500. Разные организации предлагают различные цены.
Ну и различные туры, я так понимаю. Да, будут да, да, отличаться. да, да. Может быть, вот ездили, я знаю, и на один день ездили, вот в нашем гостинице людей, а есть, я знаю, предлагали там и на 3 дня поехать. То есть на один день они выезжают с гостиницы Занзибара, Да. и потом на следующий Летят день... туда, и в этот летят. же день поздно вечером В вернутся. этот же день Да, возвращаются? да. Господи, что там можно успеть? Я не знаю, это лучше ехать на 3 дня. Там будет и уже организованное проживание, и все там будет. Также по самому острову много очень различных туров. На Prison Island для снорклеров, очень много места для снорклинга. Дельфин тур. Дельфин тур. Можно посмотреть и прям нырнуть и проплыть вместе с дельфинами. Вы были на таком? Да, мы были. Это восхитительно, конечно. Круто. Прямо в открытом океане, Индийском океане, найти дельфинов и вместе с ними проплыть, это было что-то. Сколько стоил такой тур с дельфинами? $85. Да, где-то $85. С человека? С человека, да, такой тур Да, стоит. ну это входило еще Недешево. барбекю на необитаемом острове. Это был большой остров? Это исчезающий. 50 на 20. Небольшой остров. И там еще был чиллинг. Дискотека. Да. Да, да, да. Ну, европейцы организовали. Очень необычно. Очень необычно. Очень красиво, конечно. Очень. Очень чистая вода, песок. Это Занзибар еще называют африканскими Мальдивами. Конечно, на Мальдивах все-таки, наверное, будет получше. И дайвинг, но там не так все-таки будет интересно. На Занзибаре все-таки поинтереснее, да. Есть Побольше местная жизнь, инфраструктуры, колорит. да, да. Это вообще, ну, как бы центр, один из таких центров выращивания и экспорта специй. Занзибар. Там вообще, в принципе, прижились и почти все специи, которые мы употребляем, даже те, которые не растут в Индии. Специи. Круто. Шафран и еще там какие-то, которые не растут в Индии, там они обитают. То есть, если нужно какой-нибудь сувенирчик Занзибара, то можно спокойно брать специи. Про траву рассказывать, про марихуану. Рассказывай. Самое интересное. Рассказывай. Весь остров просто наполнен запахом марихуаны. Пока едешь, Марихуана – это специи такие? это по-русски конопля. Или каннабис. В свободном доступе, да? Ну, не знаю, насколько, запах ощущается и просто на всем острове. И местные продают прямо на пляже. На пляже предлагают в свободном доступе, как даже и кокаин можно приобрести. Ну, не знаю, насколько это кому-то нужно. Но это ж нелегально, естественно. Да. Ну, они говорят так, но никто не боится предложить из местных. В общем, вы остались довольны своей поездкой на Занзибар? Я Да, так мы понимаю. остались довольны, нам понравилось. Да. Круто, спасибо. Да. Рад был с вами пообщаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если у вас возникли еще какие-то вопросы по Занзибару, задавайте, пишите в комментариях. Всем пока. Браво, стоп-съемка, стоп-съемка, стоп-съемка.